Огненный кратер Дарваза в пустыне Каракум давно стал символом Туркменистана и загадкой для ученых. Этот котлован, из которого непрерывно вырываются языки пламени, называют «вратами ада». Ежегодно сотни туристов приезжают сюда, чтобы увидеть живое пламя, которое не гаснет уже без малого полвека. Но почему оно не угасает? Можно ли его потушить? И какую роль играет кратер в экономике и культуре региона? Об этом мы расскажем в этой статье. Поселок Дарваза, находящийся в самом сердце Каракумской пустыни, долгое время был обычной точкой на карте. Все изменилось в 1971 году, когда советские геологи нашли в этом месте крупное газовое месторождение. При бурении одна из установок провалилась в подземную полость, и образовавшаяся гигантская воронка диаметром около 70 метров и глубиной до 20 метров стала источником непрерывного пламени. Метан, основной газ, выходящий из пород, начал подниматься из глубин и представлять опасность для людей и животных, обитавших в регионе. Чтобы предотвратить катастрофу, специалисты решили поджечь газовую скважину, рассчитывая, что огонь продержится несколько дней и затем исчезнет. Однако расчеты оказались неверными, подземные запасы оказались практически неисчерпаемыми. Пламя горит с тех пор и по сей день. С 2004 года население Дарвазы было переселено, и место превратилось в безлюдный уголок, который привлекает лишь путешественников, геологов и исследователей. В 2022 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поставил задачу найти способ прекратить горение кратера, выражая озабоченность экологическими последствиями. В ответ ученые предложили идею направить газ в безопасное русло, пробурить рядом дополнительную скважину и перенаправить поток газа так, чтобы его можно было использовать в энергетических целях. Но этот план встречает сомнения у части специалистов. Даже если кратер удастся потушить, огонь может возобновиться при первом контакте газа с искрой. Почему многие эксперты считают, что потушить кратер невозможно? Главная причина – уникальные условия недр Каракумов. Метан поднимается из глубинных пластов без большого давления, но постоянно. Это создает ситуацию, в которой пламя поддерживается самоподдерживающимся питательным механизмом. В сухом и жарком климате пустыни осадков почти не бывает, что идеально благоприятствует позднесмершному, но устойчивому горению. В других местах газовые вечные факела чаще оказываются под водой, болотах или в местах, где горение не сохраняется на протяжении длительного времени. Можно ли было бы вообще потушить пожар? Технически теория существует, но практически она неэффективна. Любая попытка закрыть кратер, засыпка песком, заливка пеной или бетонирование снимет только временный эффект. Газ продолжит поступать и найдет новый источник возгорания. В истории бытовали даже необычные примеры, такие как применение направленного ядерного взрыва в Узбекистане для подавления газового фонтана Урта-Булак. Но давление газа в Дарвазе слишком низкое для таких мер, и риск не окупается. Итак, современная позиция сводится к выводу: попытки потушить кратер – это скорее риск для безопасности и экологии, чем решение проблемы. Вместо этого многие эксперты предлагают рассмотреть кратер как неизбежный природный феномен и использовать его с умом для туризма и устойчивого развития региона. Кажется, что огонь в прозрачности и ярких языках пламени выглядит угрожающе. Однако экологическая оценка такова, что кратер не несет серьезной угрозы природе. При сжигании метана образуются углекислый газ и водяной пар, газообразные продукты, которые не являются токсичными и сопоставимы с тем, что выделяется в повседневном горении газа на кухне или факеле вышек. Сторонники потушить кратер не отрицают потенциальные экологические риски при прекращении горения, потому что при отсутствии огня газ может выйти наружу бесконтрольно, что может усугубить проблемы атмосферы и повлиять на здоровье людей. В этом контексте современные подходы к управлению источником газа представляются более разумными, чем попытки погасить пламя в чистом виде.
Важно помнить и о микроклимате, который создает кратер вокруг воронки. Температура воздуха внутри и вокруг него, характерная тень от пламени и пульсации пылевых частиц – все это формирует уникальную экологическую нишу. В рамках туризма и научных исследований Дарваза становится местом, где можно изучать естественные процессы, связанные с горением газов в пустынных условиях. Ответ на этот вопрос во многом зависит от стратегии развития региона и готовности инвесторов работать в условиях туристического спроса и ограничений природной среды. Эксперты считают, что потушить кратер нецелесообразно, зато можно развивать вокруг него инфраструктуру и превращать природное чудо в источник дохода. Преимущества такого подхода очевидны. Туристический потенциал. Дарваза уже стала визитной карточкой Туркменистана. Грамотная инфраструктура вокруг кратера может привлечь иностранных и местных туристов. Экономический эффект. Создание сетевых услуг, смотровые площадки, гостиницы, кафе, кемпинги, сувенирные лавки стимулирует региональную экономику. Престиж и имидж. Подобные природные объекты способны повысить международный интерес к стране и поддержать культурно-образовательные проекты. Опыт других регионов показывает, что подобные проекты работают, если они правильным образом интегрированы в общую стратегию устойчивого туризма. Примером можно привести Гавайи и вулкан Килауэа, где зрелищность и уникальность вулкана позволяют привлекать туристов, но при этом сохраняются меры по охране окружающей среды и управлению потоками отдыхающих. Возможность провалиться в проекте туристического использования Дарвазы есть, и ее следует рассматривать заранее. Попытка полного тушения может привести к непредвиденным последствиям, накопление газа внутри и риск взрыва при неосторожном взаимодействии. Игнорирование геологической нестабильности. Кратер – результат сложных процессов подземных пластов. Без надлежащего мониторинга возможны обрушения и травмы для посетителей. Запрет на доступ для туристов может обернуться экономическими потерями. Вопрос баланса между безопасностью и доступностью требует профессионального подхода. Необходима грамотная экосистема регулирования, чтобы избежать перегрузки инфраструктуры и вреда для окружающей среды. Нужно развивать экологический туризм под контролем специалистов. Альтернатива. Создание безопасного, контролируемого туризма вокруг кратера, включающего систему маршрутов, пунктов наблюдения, образовательных программ и рекомендаций по посещению. Чтобы понять уникальность Дарвазы, полезно сопоставить ее с другими подобными явлениями в мире. В Каракумах Дарваза метан из глубин без большого давления, постоянное горение. По своим характеристикам он ближе к стабильному источнику тепла, чем к взрывной вспышке. Гора Янардак в Азербайджане – историческое паломничество, но горение здесь имеет другие параметры и продолжительное существование, более длительная и разнообразная история. Скважина Урта-Булак в Узбекистане известна газовым фонтаном, однако при применении ядерной технологии для подавления пламя было остановлено. Это демонстрирует, что в разные эпохи применялись различные принципы решения проблемы, но их успех не всегда переносим на Дарвазу. Таким образом, Дарваза показывает нам, что природные феномены могут быть уникальными и не похожими на другие местности, даже если они имеют общие элементы – вечное пламя и газовый источник. Дарваза же стала самым известным символом именно благодаря своей устойчивости и продолжительности горения. Поскольку полное тушение кратера нецелесообразно, разумная стратегия – превратить его в устойчивый туристический объект с образовательной и культурной функциями. Вокруг Дарвазы можно развивать инфраструктуру для туристов, смотровые площадки, безопасные тропы, информационные стенды и экспозиции, гостиничный и сервисный сектор, небольшие эко-отели, кемпинги, кафе и сувенирные лавки с местной темой, образовательные программы, лекции по геологии, геофизике, гидрологии, экологии пустынь, истории добычи и использования энергоносителей, научные проекты,
мониторинг геологической активности, исследование состава пород, измерение микроклимата и влияние длительного горения на окружающую среду, экологические инициативы, меры по минимизации воздействия туризма на место и окружающую экосистему, а также просветительские кампании для посетителей. Опыт Гавайев и других регионов показывает, что туристический объект, не перегруженный массовым потоком и управляемый специалистами, может приносить пользу экономически реальным способом, не нанося вреда природной среде. Плюсы. Природная достопримечательность мирового масштаба. Минимальный вклад в загрязнение атмосферы по сравнению с другими искусственными источниками. Туристический потенциал и экономическая польза для региона. Образовательная и культурная ценность для местных жителей и гостей. Минусы. Риск для безопасности при посещении и возможные обрушения, необходимость строгого регулирования доступа и мониторинга, зависимость от газа и геологических условий, что затрудняет стабильное планирование, необходимость вложений в инфраструктуру и охрану окружающей среды. Главный вывод. Коренной подход состоит в том, чтобы управлять кратером осторожно и ответственно, превращая его в устойчивую и безопасную туристическую и образовательную площадку, а не пытаться погасить огонь за счет компромиссов по безопасности и экологии. Первое. Организация безопасной инфраструктуры, создание маршрутов, смотровых площадок и барьеров вокруг опасных зон. Установка надежной системы информирования и предупреждений, внедрение протоколов по работе с туристами и персоналом. Второй. Мониторинг и научные исследования. Постоянный мониторинг геологических процессов, состава газов и микроклимата, сотрудничество с академическими учреждениями и международными учеными, публикация открытых данных для прозрачности и участия общественности. Третье. Развитие сервиса и образования, создание экологически дружественных гостиничных услуг и кафе, образовательные программы для школьников, студентов и туристов, разработка подарков и сувениров, связанных с историей и геологией района. Четвертое. Экономическая устойчивость региона, привлечение инвесторов на условиях экологической ответственности, диверсификация туризма, посещение близлежащих достопримечательностей Каракума, поддержка локальных производителей и культурных проектов. Пятый. Правовой и социальный регламент, четкие правила доступа к кратеру и санкции за нарушение, обеспечение безопасности для местных жителей и гостей, защита культурного наследия и природной среды. Мифы и правда о Дарвазе. Миф. Кратер. След падения метеорита. Правда. Он образовался в результате провала буровой установки и образования подземной полости. Миф. Внутри горит нефть. Правда. Горит метан. Природный газ, выходящий из глубинных пластов. Миф. Огонь невозможно потушить из-за проклятия. Правда. Более простая причина – стабильность и непрерывность газового потока из-под поверхности. Пламя видно с высоты более 10 километров, пилоты часто замечают светящийся круг внизу. Температура в центре кратера может превышать 1000 градусов Цельсия. Вокруг воронки формируется особый микроклимат. Даже ночью температура воздуха здесь выше, чем в остальной пустыне. Идея вечного огня имеет древнюю историю. Люди в древности почитали огонь как символ вечности. В Персии существовали храмы вечного пламени, которые поддерживались природными источниками газа. Дарваза может рассматриваться как современное воплощение этой традиции, напоминание о связи человека с природой и способов использования добываемых ресурсов ответственно и рационально. Дарваза стала не просто местом геологической уникальности, но и символом современной Туркменистана, местом, где прошлое встречается с настоящим, где научные вопросы переплетаются с экономическим будущим региона. Правильное управление этим феноменом может стать примером того, как уникальные природные объекты преобразуются в устойчивый ресурс, принося пользу местному населению и международной репутации страны.